Вы смотрите это не случайно. Этот момент священен. Этот момент создан намеренно. Небеса всколыхнулись, и Святой Дух послал отчаянный клич, не символический, не поэтический, а настойчивый и реальный. Это не случайное послание. Это не очередное видео, которое вы прокрутите и забудете. Это божественное вмешательство, облеченное в человеческий язык. Это Бог вкладывает свой голос во время, потому что ваш дух достиг предела, и Он не может позволить вам идти дальше без слова, которое может изменить все. Что-то высвобождается с небес прямо сейчас. Священный сдвиг. Сверхъестественная возможность. Момент, настолько наполненный славой Божьей, что проигнорировать его значит уйти от своего следующая глава. И это не с фейерверками или шумом, но шепот, который разрывает цепи. Есть что-то преобразующее скрыто в этом слове. Но оно откроется лишь тем, кто оставаться, тем, кто не отводит взгляд, тем, кто чувствует, как Святой Дух притягивает их к себе, говоря: «Не смей сдаваться сейчас». Я знаю, что ты нес бремя, которое не можешь описать. Ты улыбался на публике, но истекал кровью тайно. Ты поддерживал других, пока сам распадался на части. Ты отдавал время, любовь, энергию, ресурсы, надеясь, что просто, может быть, кто-то наконец-то услышит твои безмолвные крики. И все же тишина оставалась. Задержка продолжалась. Бремя росло. Но вот священная истина: Бог услышал тебя, когда никто другой не сделал этого. А теперь Он отвечает: не двигайтесь, не отворачивайтесь. Это не фоновый шум. Это судьба стучится. Если бы вы только знали, что вас ждет в этом сообщении всего через несколько минут, вы бы бросили все и слушали его всем сердцем. Потому что есть дверь, это открывается. Дверь, которая не останется открытой вечно. Божественная дверь, которая ведет не только к облегчению, но к наследованию. К богатству, да, но и к миру, избыток, да, но и к радости. И больше всего к соответствии вашему истинному призванию. Дух Божий уже не просто шепчет. Он взывает: плач, потому что вы слишком долго откладывали. Вы держали себя в руках с помощью клейкой ленты и упрямой надежды, думая, что все само собой устроится. Но небеса не возникают сами собой. Чудеса не сваливаются с неба. Обещания не исполняются без послушания. И сейчас это твой момент выравнивать, чтобы получить и отказаться от невыносимого груза, который вам никогда не предназначалось нести. Слушайте внимательно, ведь Святой Дух призывает не просто кого-то. Это личное. Это хирургически Он трогает сердце, уставшее, но верное. Душу, уставшую, но все еще доверчивую. Того, кого люди не замечали, на избранный Богом. Возможно, вы пока этого не осознаете, на самый священный момент в твоей жизни, возможно, все это развернется, когда эти слова дойдут до вас. Вы стоите на краю обрыва не для того, чтобы упасть, а для того, чтобы взлететь. Но вот предупреждение: враг хочет, чтобы вы щелкали по кнопкам, чтобы вы оставались отвлеченными, чтобы вы оставались измотанными. Потому что черт знает, что произойдет, если выслушай до конца. Он знает, что перерывы, если вы примете это слово. Он знает, что активирует, если твое сердце открыто. Враг боится твоего прорыва больше, чем ты думаешь. Вот почему он так упорно боролся с тобой, чтобы ты добрался сюда. Поэтому я умоляю вас, не позволяйте отвлечению украсть этот момент. Не позволяйте вашей измученной душе пропустить это чудо. Не уходите,
пока благословение не замкнется, священная тайна глубоко запечатлена в этом сообщении, ключ которой открывает ту самую дверь, в которую вы стучитесь в молитве. Но прежде чем этот ключ откроется, что-то в вашем сердце должно сдвиг. Остаться. Просто остаться. Что-то божественное вот-вот откроется. Что-то непредвиденное. Что-то святое. Но прежде чем я покажу вам, что это такое, вам нужно понять, почему вес изначально стал таким тяжелым. Вы ведь чувствовали это, не так ли? Невидимое давление посреди ночи. Внезапный страх, наполняющий грудь без всякой причины. Тяжесть, опускающаяся на плечи, словно груз, который чувствуешь только ты, настолько знакомая теперь, когда ты перестал об этом говорить. Ты думал, что это просто стресс. Просто жизнь. Просто невезение. Но что, если я скажу тебе, что то, что ты переживаешь, не случайно? Что, если сопротивление, с которым ты сталкиваешься, это доказательство, что твое призвание уже нарушило царство тьмы? Да, это давление духовное. Это истощение духовное. Это задержка духовная. Ты не проклята, моя возлюбленная. Ты называется. Вот почему вы чувствуете себя как в осаде. Дьявол не гонится за пустым. Он атакует только то, что есть точка опасна для него. И осознаете вы это или нет, вы стали духовным щитом для окружающих. Вы стояли в проломе, принимали удары, молча взывали за других, и небеса это заметили. Вы спрашивали, почему мне кажется, что я всегда несу бремя? Почему на меня нападают, когда я молюсь, пощусь, служу и жертвую, но Бог отвечает, потому что я доверил тебе выстоять, когда другие падут. Потому что твое сердце отделено. Потому что ты был избран стать привратником в своем роду, война, которая кипит в твоей жизни, является доказательством того, что твоя судьба имеет значение. Вы когда-нибудь замечали, что, когда вы близки к прорыву, все сразу начинает идти не так? Это не совпадение. Это стратегия от врага. Он знает то, о чем вы забыли, что в тот момент, когда вы перестроите, в тот момент, когда вы отдаете бремя и позволяете Богу взять полный контроль, двери будут скрипеть, небеса сдвинутся. Благословение будет точка активированной. Тебе не суждено было нести это в одиночку. И все же Бог позволил тебе нести это какое-то время, не для того, чтобы сломить тебя, а чтобы укреплить свой авторитет. Потому что именно сейчас, в этот самый день, что-то меняется. Духовный мир пробуждается. Вы в окружении ангелов. Вы находитесь укреплены двойной властью. Те самые цепи, которые держали вас, теперь рвутся одна за другой, не потому, что вы что-то теряете, а потому, что воздоставлено от всего, что больше не принадлежит твоей судьбе. Я хочу, чтобы вы услышали это своим духом. Вас не наказывают, вас ставят в определенное положение. Все, что оставило вас, каждая закрытая дверь, каждый друг, который ушел, каждая проваленная работа, каждая финансовая засуха, все это не было гневом Божьим. Это было выравнивание, небеса освобождали место. Убирали дом. Убирали то, что могло бы испортить урожай, который уже в пути. Ты плакал, потому что думал, что проигрываешь. Но, дитя мое, ты был быть готовым к получению. Взгляните на свою жизнь. Сколько раз вы молились, но ничего не менялось? Сколько постов вы соблюдали в уединении? Сколько десятин вы отдавали, когда вам почти нечего было отдать? Сколько слез вы проливали, когда думали, что никто не видит? Бог видел все это, и вот, награда высвобождается. Урожай назначен на ваше имя. Ваше семя созрело.
Но прежде чем оно проявится, вы должны понять, что эта боль никогда не была наказанием, она была пророческий процесс. Некоторые из вас, смотрящие это, все еще не могут поверить, что это для вас. Вы настолько привыкли к духовной войне, что приняли ее за обычную жизнь. Но правда в том, что вы жили, не твое наследство, бедность, не твой удел. Несчастье – не твоя мантия. Нехватка – не твоя судьба. Ты – дитя богатый Бог, которому принадлежит скот на 1000 холмов. Бог, который провозглашает: «Я знаю, какие у меня планы относительно тебя, планы принести тебе процветание, а не навредить тебе». И все же вы слишком долго сидели в нужде. Вы наблюдали, как другие поднимаются, а сами топчетесь на месте. Вы перепробовали все – финансовые курсы, подработки, терапию, даже молчание, и все равно пустота остается. Почему? Потому что это не естественная битва. Это духовная битва. Есть дух ограничения, которое пыталось привязаться к твоей родословной. Проклятие неполноценности. Но оно заканчивается здесь. Сегодня. Прямо сейчас. Потому что в тот момент, когда вы осознаете источник своей боли, вы можете активировать источник своей силы. И эта сила – Бог. Не просто какой-то Бог, а жизнь Бог. Бог, который разрывает циклы. Бог, который переписывает истории. Бог, который объявляет что-то, и это становится. Итак, я спрашиваю вас, если хоть что-то из этого находит отклик в вашей душе, если вы почувствовали тепло этого послания в своем сердце, поставьте лайк этому видео прямо сейчас не потому, что это помогает алгоритму, а потому, что это ваш акт соглашения. Ваше заявление небесам, в котором говорится: «Я принимаю это». Это слово мое. Это обещание для меня, это не развлечение. Это духовная война. И ваш простой акт веры может что-то изменить в сфере невидимого. Ты пережил то, что не пережили другие. Ты пережил времена, которые сломили бы более слабых духом. И все же ты стоишь. Возможно, избитый. Конечно, раненый. Но ты все еще стоишь. И сегодня, что выносливость будет вознаграждена, сегодня вы почувствуете ветер небес за своей спиной. Сегодня тот же щит, которым вы были для других, теперь будет окружать тебя с благосклонностью, с защитой, с божественной силой. Твое имя шепчут в комнатах, куда ты еще не заходил. Твое послушание открыло порталы. Твоя вера пробудила ангельское подкрепление. Духовное царство собралось. Армия выстроилась. И вы собираетесь прийти к власти, но не только для себя. Речь идет не только о вашем доме или банковском счете. Речь идет о будущих поколениях. Ваше решение хранить верность открывает наследование для детей ваших детей. Давление ослабевает, потому что небеса давят. Тишина нарушается, потому что небеса говорят. Вы вот-вот почувствуете, как огонь возвращается. Слезы отчаяния превратятся в слезы хвалить, ночь подходит к концу, новой грядет. И это не будет похоже на прошлое. Это будет лучше. Это будет ярче. Это будет божественно. Поэтому я говорю еще раз, это не наказание, это позиционирование, это не потеря, это избавление. Бог расчищает место, потому что приближается нечто большее, чем вы себе представляли. Благословения не будут разбросаны, они будут наводнение, но ваше сердце должно быть готово. Ваш разум должен быть открыт. Ваш дух должен быть готов. И если вы думали, что это слово до сих пор звучит слишком громко, просто подождите. Потому что в следующей части я покажу вам точный момент в Библии, когда Бог превратил несчастье в чудо,
и как это напрямую отражает твою жизнь прямо сейчас. Оставайтесь со мной. Прорыв не просто грядет, он уже здесь. Был человек, сломленный и прячущийся, который когда-то шел к своей цели. Он познал благосклонность, он коснулся власти. Но потом он бежал. Он бежал, потому что потерпел неудачу. Он убивал в гневе и бежал в пустыню не на день или неделю, а на 40 долгих лет. И все же я звал его по имени. Моисей. Он не был свят в пустыне. Он не был совершенен, когда я говорил из горящего куста. Он был полон оправданий, отягощен чувством вины, хромая под тяжестью воспоминаний о том, что он совершил в Египте. Его сердце было отягчено чувством недостойности. Он сомневался в себе. Он сомневался во мне. Но я не сомневался в нем. Потому что, когда я влагаю в человека судьбу, я не отменяю ее из-за ошибки. Мой завет не прекращается из-за неудачи. Мое обещание вечно. Дитя, послушай меня сейчас. Ты чувствуешь себя как Моисей, разрываешься между прошлым, которое не можешь стереть, и призванием, которое боишься принять. Ты думаешь, не упустил ли ты свой шанс? Ты шепчешь себе, что, возможно, уже слишком поздно. Что твоя ошибка сделала тебя негодным. Что твоя слабость слишком очевидна, твоя вера слишком мала, твоя надежда слишком шатка, чтобы нести благословение. Но кто вам это сказал? Кто сказал тебе, что твои неудачи важнее моего прощения? Кто нашептал тебе, что твое прошлое определяет твое будущее? Кто посеял ложь, что ты недостоин изобилия? Этот голос не мой. Я вижу то, чего не видят другие. Я знаю о внутренних битвах, о которых ты никому не рассказывал. Я видел, как ты рыдал по ночам на полу, стыдясь сделанного выбора, боясь того, куда катится твоя жизнь. Тебе хочется сдаться не потому, что ты не веришь в мое существование, а потому, что ты не веришь, что я все еще хочу ты. Что тебя забыли, обошли стороной, ты слишком сломлен, чтобы доверить тебе что-то святое. Но, дитя мое, ты ошибаешься. Когда я пришел к Моисею, я не стал ждать, пока он очистится. Я не стал ждать, пока он восстановит свою репутацию. Я пришел к нему точка, как он был, грязные ноги в песке пустыни, сердце, полное вопросов, рот, заикающийся от сомнений. И я дал ему миссию столь священную, что она изменила бы ход человеческой истории. И я сказал идти. Вернись туда, где совершила свою величайшую ошибку. Вернись в Египет. Вернись с силой. И я говорю, ты одинаковый. Вернись не к боли, а к призванию. Вернись не к сожалениям, а к видению, которое я дал тебе еще до твоего рождения. Потому что, послушай меня, ваша неудача не окончательно, твоя ошибка не вечна. Мое милосердие не имеет срока годности. Моя любовь не отменяется. И мое благословение все еще жду. Думаешь, я не могу благословить разбитый сосуд? Тогда ты не знаешь Бога, которому служишь. Разве я не использовал Давида, человека, тяжко согрешившего, чтобы основать царство, которому не будет конца? Разве я не взял Петра, трижды отрекшегося от моего сына, и не построил мою церковь на его смелой вере? Разве я не скупил Раав, блудницу, и не включил ее в родословную Иисуса? Разве вы не понимаете? И выбирать маловероятно. И вы зов недостойный. Я квалифицироваться недостойных. Потому что дело не в твоей истории, а в моем завете. Итак, позвольте мне спросить вас,
когда вы начали думать, что вас дисквалифицировали? Какой голос ты принял, сказавший тебе, что ты никогда больше не поднимешься? Зачем ты наказываешь себя за прошлое, которое я уже смыл в крови Агнца? Это истина, которую вы должны схватить, как пылающий меч в своей руке. Ты не то, что ты сделал. Ты тот, кем я тебя считаю. Я говорю, что ты избранный. Я говорю, что ты чист. Я говорю, что вы восстановились. Я говорю, что ты мой. Враг хочет держать тебя в позоре, чтобы ты никогда не воспользовался богатством, которое я для тебя припас. Да, богатство не только финансовое, но и духовное богатство, богатство отношений, эмоциональное богатство, творческое богатство. Наследие и радости. Изобилие и покоя. Избыток смысла. Но стыд – это тюрьма, и ты сидел за решеткой, которую я не строил. Вылезай, дитя. Я уже отпер дверь. Ключ не в вашем совершенстве. Ключ в вашем вера. Встань. Да, встань, хотя твои колени дрожат, а сердце колотится. Встань в образ, который я тебе дал. Одеяние праведности уже надето на твои плечи. Кольцо сыновства уже на твоей руке. Ты не ползешь ко мне как нищий, я принимаю тебя как наследник, ваше наследство никогда не было потеряно. Оно было отложено, не отрицается. Но есть кое-что, что я должен сказать вам сейчас, и я говорю это со всей настоятельностью в моем духе. Вам следует перестать винить себя. Вам нужно перестать подпитывать стыд. Вы должны прекратить лишать себя возможности пользоваться тем самым столом, который я для вас накрыл. Потому что каждый раз, когда ты говоришь «я не могу», ты называешь меня лжецом. Каждый раз, когда вы говорите «я недостоин», вы игнорируете крест. Каждый раз, когда вы говорите «слишком поздно», вы отрицаете мою воскрешающую силу. Дитя, послушай еще раз голос твоего отца, Емить дал вам смелость. Емить вложил мудрость в твое сердце. Я являюсь, направляя твои шаги. И явлю дать вам силы для того, что будет дальше. Перед вами дверь. Это божественная дверь. Ты не видел ее раньше, потому что твои глаза были затуманены сожалением. Но я открываю тебе зрение. Ты увидишь то, чего не видят другие. Ты услышишь указания, которые никто другой не слышит. Ты выйдешь в комнаты, которые, как говорили, были закрыты для тебя. Почему? Потому что я с тобой. Не обращай внимания на тех, кто смеется. Не обращай внимания на тех, кто называет тебя слишком, кто насмехается над твоей верой, кто говорит, что ты гонишься за иллюзиями, они не знают, какой огонь я в тебя вселил, они не видели ту ночь, когда ты почти сдался. Они не видели слез, которые ты лил, словно масло, на алтарь капитуляции. Они не понимают всей священной тяжести твоего призвания, а я делаю. Вы не преувеличиваете. Вы пробуждаетесь. Ты не заблуждаешься. Тебе это предначертано. И если бы вы могли увидеть урожай, который готовится в сфере духа, вы бы больше не задавали мне вопросов. Но вот что мне от вас нужно. Не останавливайся сейчас, не засыпай снова. Не позволяй страху написать следующую главу твоей жизни. Не сиди молча, пока враг насмехается над твоей судьбой. Говори. Иди. Сей. Заявляй. Утверждай. Двигайся. Потому что благословение есть под рукой. Чудо уже происходит. Богатство уже распределено. Обещание уже исполнилось в духе, нужна лишь ваша вера, чтобы она активировалась на физическом уровне. Перемены произойдут не тогда, когда вы почувствуете себя сильным,
а когда вы поверите, несмотря на свою слабость. Вот почему я сказал Павлу: «Сила моя совершается в немощи». Вот почему я прошептал Гедеону, прячась от страха: «Ты могучий и храбрый человек». Вот почему я послал ангела к Марии, скромной девственнице, и сказал: «Ты удостоилась благодати». Я всегда говорю о твоем будущем и никогда о твоих неудачах. Итак, позвольте мне сейчас сказать вам следующее: ты чист. Вы омыты. Вы целы. Вы готовы. Враг хочет убедить вас, что ваша боль вечна, ваш грех вечен, ваша борьба вечна. Но я говорю: «Се, творю все новое, и это включает в себя ты, дитя мое». Вы думали, что этот сезон – конец. Но я заявляю, это начало. Вы думали, дверь закрылась. Но я говорю, скоро откроется нечто большее. Вы думали, что вас дисквалифицировали. Но я говорю, ты – избранный сосуд на этот час. А теперь дышите. Я еще не закончил с тобой. На самом деле, я только начал. И в ближайшие минуты я покажу вам, как эта трансформация будет разворачиваться. Но сначала я должен задать вам вопрос, который изменит все. Поверишь ли ты мне даже сейчас? Скажете ли вы «да» снова, даже после всего, что случилось? Поднимешься ли ты, хотя другие ожидают, что ты останешься внизу? Потому что в тот момент, когда вы это сделаете, вот тогда благословение начнет проявляться, как рассвет. Оставайся со мной. Это еще не все. Это секрет пока не раскрыто. И когда вы это услышите, вся ваша история изменится. Никуда не уходи. Следующая часть – поворотный момент, о котором вы молились. В каждой избранной жизни наступает момент, когда бремя духовной борьбы становится неоспоримым. Когда вы просыпаетесь с чувством опустошения, хотя и отдохнули. Когда каждый шаг вперед встречает сопротивление. Когда двери, которые должны были открыться, остаются запертыми не потому, что вам не хватает веры, а потому, что на пути стоит нечто невидимое. Вы когда-нибудь чувствовали это? Эту странную тяжесть в душе, которую невозможно объяснить логически, но которая, словно туман, давит на ваше призвание, ваши финансы, ваши мысли. Вы не воображаете. Вы не драматизируете. Вы не слишком чувствительны. То, что вы испытываете, это давление духовная зависть, трение невимый саботаж, атмосфера царства, которая знает, что ты рядом очень близко к нарушению того, что обещал Бог. Бывают нападения, которых ты не предвидел, потому что они никогда не были громкими. Это были молчаливые взгляды. Шепот за спиной. Задержка поддержки. Вялые аплодисменты от тех, кто должен был тебя чествовать. Упущенные возможности, для которых ты был полностью готов. И ты винил себя. Ты думал, что виноват в том, что ничего не произошло. Но это был не ты, это была тень зависти, работающая там, где ты не мог видеть. И я, Господь, Бог твой, видел каждого из них. Тебя преследовали не из-за того, что ты сделал, а из-за того, что ты, нестевраг, не сражается с пустыми сосудами. Он противостоит лишь тому, что угрожает его планам. И само ваше существование, ваше послушание, ваше семя веры, ваша настойчивость в молитве, когда никто не хлопал, ваш отказ оставаться озлобленным, угрожает царству тьмы. Но теперь слушайте внимательно. Сегодня я помещаю вокруг вас невидимый щит. Это не воображение. Это божественная изоляция. Те, кто смотрел на тебя с презрением, больше не смогут проникнуть в твой дух. Их мнения отскочат от моего покрова. Их безмолвные проклятия вернутся в пустоту, из которой они пришли.
Их смятение будет расти, потому что то, что я сделаю в твоей жизни дальше, будет необъяснимо, и вам не нужно будет защищаться. Вам не нужно будет объяснять благословение. Вы просто жить, и только это будет вашим свидетельством. Но эта трансформация требует от вас кое-чего. Она не пассивна. Она требует согласованности. Вам придется выбирать. Будете ли вы жить чувством вины или благодати? По памяти или по судьбе? Страхом или вера? Это не поэтические вопросы, это духовные контракты, ожидающие подписания по вашему выбору. Потому что многие жаждут жатвы, но отказываются возделывать землю. Они жаждут наследства, но не избавляются от привычки к бедности. Они жаждут божественного покрова, но при этом открывают двери человеческому одобрению. И я не могу помазать то, что вы все еще позволяете врагу контролировать. Дитя, я люблю тебя слишком сильно, чтобы позволить тебе продолжать блуждать в круговороте разочарований. Ты чувствуешь себя в тупике не потому, что я тебя отверг, а потому, что ты еще не отпустил то, что я сказал тебе отпустить. Да, теперь я говорю ясно, вам необходимо отключиться от того, что вас молча истощает. Эти отношения, которые постоянно тянут вас вниз, этот друг, который отпускает шутки, умаляющие вашу веру, этот внутренний голос, который стыдит вас каждый раз, когда вы испытываете радость, все это не безобидно. Это духовное оружие, созданное, чтобы удерживать вас, не сосредоточенное от вашего божественного поручения. И вот тут возникает моральная дилемма. Готовы ли вы быть непонятым, чтобы быть защищены? Откажетесь ли вы от того, что вам знакомо, чтобы унаследовать то, что есть вечный? Можете ли вы отказаться от попыток доказать свою ценность, чтобы вы могли получить моя ценность? Видите ли, в вашей жизни разворачивается сильный контраст. Бедность против богатства, тьма против света, стыд против наследства. Вы стоите посреди поля боя. И какую бы сторону вы ни выбрали, внимание, чтобы получить господство. Мне нужно ваше внимание. Мне нужно, чтобы ты сосредоточился не на том, кто ушел, не на том, что не сработало, не на том, кто в тебя не верит. Мне нужно, чтобы ты сосредоточился на «зовет». Потому что я не забыл, что говорил тебе в жизни. Даже если ты забыл это, даже если ты отвернулся от этого, даже если прошли годы и видение померкло, я никогда не отменял твоего задания. Я просто ждал, когда ты вернуть его. И вот настал этот момент. Итак, вот секрет, который понимают лишь немногие. Вам не нужно все исправлять, чтобы быть благословенным. Вам нужно быть выровнен. Щит, который я возлагаю на твою жизнь, не будет работать там, где царит злоба. Покров, который я снимаю, не протянется над бунтом. Моя защита течет там, где чтут мои принципы. Поэтому я спрашиваю еще раз, что нужно отпустить, чтобы получить то, что будет дальше? Что должно умереть в тебе, чтобы могло возникнуть что-то новое? Потому что правда в том, что некоторые из вас сеяли на полях, куда я вас никогда не посылал. Вы отдавали энергию людям, которые не являются вашим предназначением. Вы вкладывали время в шаблоны, которые я уже сломал. И именно поэтому жатва задержалась. Не потому, что вам отказали, а потому, что вас не сосредоточены. Но вот мое обещание, я возвращаю вам ваше время. Дни, которые вы считали потерянными, я ускорю. Годы, проведенные в смятении, я превращу в мудрость. Месяцы нужды я восполню приходящим изобилием. Внезапно божественный щит, который я на тебя накладываю, позволит тебе восстановиться. Без помех. Это ваш период божественного выздоровления. Больше никаких объяснений. Больше никакого чувства вины.
Больше никаких сравнений. Ваш сезон скрытые страдания закончилось. Ваше время видимого благословения здесь. Ваша единственная обязанность – оставаться чистым. Оставайтесь в Слове. Сохраняйте свое сердце свободным от мести. Сохраняйте свои руки чистыми. Сохраняйте свои мотивы неизменными. И продолжай двигаться. Потому что чем выше ты поднимешься, тем сильнее они будут пытаться тебя оттащить. Но они больше не смогут тебя тронуть. Потому что сегодня щит установлен. Щит моего присутствия. Щит ангельской защиты. Щит сверхъестественной мудрости. Щит божественного выбора времени. Щит духовной ясности. Щит неоспоримой благосклонности. И вот что произойдет дальше. Двери откроются, и вам не придется стучать. Люди придут к вам за именно тем решением, которое вы предлагаете. Возможности, о которых вы когда-то просили, появится точка преследовать вы без объяснения причин. Исцеление коснется вашего тела в тех местах, куда медицина не смогла добраться. Мир войдет в ваш разум там, где тревога возвела свою крепость. И обеспечение, да, даже деньги, потечет там, где засуха некогда насмехалась над вашими молитвами. Но не потому, что вы стремились. Не потому, что вы манипулировали системой. А потому, что вы выровнен. Ты согласен с моей истиной. Вы освободили то, что душило ваши корни. Ты почтил мое исправление. Ты послушался, когда было больно. Ты верил, даже когда еще истекал кровью. И что вот почему я благословлю тебя? За то, что ты хранил верность в молчании. Ты продолжал сеять даже в голод. Ты продолжал являться, даже когда твое имя было забыто. И теперь перемены начались. Больше никаких промедлений. Больше никакого стыда. Больше никаких сомнений в себе. Больше никакого духовного тумана. Больше никакого эмоционального саботажа. Больше никаких оправданий перед теми, кто никогда тебя не увидит. Просто живи. Живи в благословении. Живи в потоке. Живи в изобилии. Живи в том направлении, которое я сейчас изливаю, словно поток в твою жизнь. Будущее больше не загадка. Это наследование, и на нем ваше имя. Так что же должно измениться? Ваша осанка. Перестаньте сутулиться под тяжестью вины, станьте прямо под тяжестью благодати. Ваш язык. Перестаньте репетировать поражение, начните заявлять о наследии. Ваши ассоциации. Перестаньте танцевать с отвлечениями, начните идти по судьбе. Ваши решения. Перестаньте идти на компромиссы, начните освящать. Потому что это благословение слишком свято для раздвоенных сердец. То, что я делаю в вашей жизни, требует полной преданности. Частичное послушание будет стоить вам полного благоволения. Но полная самоотдача откроет полное искупление. Так что производите обмен. Обменяйте свой страх на веру. Обменяйте свою логику на откровение. Обменяйте свою суету на урожай. Обменяйте свою вину на милость. Ибо я, Господь, Бог твой, решили благословить вас, не когда ты идеален, а сейчас, потому что ты готовый. А что будет дальше, они не поймут. Они спросят, как? Вы скажете, Боже. Они спросят, почему ты? Вы скажете, Грейс. Они спросят, что изменилось? Вы скажете, все. Вам больше не нужно ничего объяснять.
Просто живи. Просто иди. Просто пожинай. Просто сияй. Теперь над вами невидимый щит. И враг больше тебя не видит. Будьте готовы. Будьте рядом. Будьте скромны. Потому что то, что я открою дальше, затмит первое чудо. Но истинное освобождение начинается в следующей части. Не пропустите. А теперь примите это. Не с вашим интеллектом, не с вашим чрезмерным мышлением, не с утомительной логикой, которая загнала вас в круговорот вопросов. Примите это в свой дух, пусть эти слова прольются на вас, как дождь на сухую землю. Потому что это не поэзия, это пророчество. Не человеческое мнение, это Божий указ. Вы стали объектом духовной зависти, потому что вы носитель милости, но война, в которой ты участвовал, это не доказательство наказания. Это доказательство потенциал. Это доказательство того, что небеса отметили тебя как агент трансформации. Враг знал, что если ты переживешь эту бурю, то вступишь во что-то настолько божественное, настолько необратимое, что ничто и никогда не сможет это остановить. И ты выжил. Да, безмолвные битвы, одинокие ночи, шепоты, саботаж за закрытыми дверями, ты все это пережил. И теперь Целитель, Создатель, ветхий днями, тот, кто видит тайное, говорит тебе: это твое время. И я выкупаю его. Я восстанавливаю его. Я умножаю его. Ты больше не жертва. Ты больше не тот, кто почти добился успеха. Ты больше не застрял в зале ожидания судьбы, наблюдая, как другие получают вызов, а ты сидишь в тишине. Нет. Я, Господь, твой Бог, назвал твое имя. Я возлагаю еле благодати на твою голову, и никакой человек, никакая система, никакое проклятие и никакое промедление не смогут отменить то, что я постановил. Вы благословенны. Благословенно восстать. Благословенно выздороветь. Благословен строить. Благословен говорить. Благословен покой. Благословенный, способный вынести то, что другие не смогли вынести. Благословенно пройти сквозь огонь и не обжечься. Благословенно получать без объяснений. Вам больше не нужно ничего объяснять. Вам не нужно выступать, чтобы заслужить одобрение. Вам не нужно бороться, чтобы доказать свою ценность. Вы уже выбран. Ты уже охвачена. Ты уже одобрен. Я выпустил невидимый щит вокруг тебя. Да, даже сейчас, пока ты слушаешь, я укрепляю твой дух. Место, где ты когда-то был уязвим, теперь скрыты в моей славе. Стрелы, когда-то пронзившие твой мир, теперь бессильно упадут к твоим ногам. Ты пройдешь сквозь войну невредимым. Ты будешь стоять в комнатах, которые когда-то отвергали тебя. Ты будешь двигаться с уверенностью, рожденной не гордыней, а целеустремленностью. И те, кто когда-то наблюдал за твоей борьбой, теперь будут смотреть, как ты поднимаешься. Они не поймут, как это произошло. Они не смогут отследить это одолжение. Они увидят результат, но им не будет предоставлен доступ к самому процессу. Потому что это следующая глава между мной и тобой. Это священно. Это лично. Это божественно. И услышь меня, возлюбленное дитя, вину, которая когда-то делала тебя ничтожным, я стираю. Чувство отставания, я его отменяю. Сомнение в том, что могло бы быть, я преодолеваю тем, что будет. Задержка, которую вы считали отрицанием, теперь раскрывается как подготовка. Ибо я, Господь, сохранил каждый потерянный момент,
каждую потерянную возможность, каждую невидимую жертву. И теперь я возвращаю это тебе как урожай не только по количеству, но и по качеству. То, что я делаю в твоей жизни сейчас, будет настолько стратегический, так сверхъестественное, так сделанный на заказ по вашему точному дизайну, который он искупит все. Ты слышишь меня? Ты не окажешься позади. Ты окажешься впереди. Не из-за манипуляций, не из-за стремлений, не из-за удачи, а из-за мое милосердие, из-за мой завет, из-за моя непоколебимая любовь к тебе. И да, другие все еще могут задавать вам вопросы. Но вам больше не придется ничего объяснять. Просто живи. Живите с радостью. Живите с ясностью. Живите с изяществом. Живите как человек, который знает, что он глубоко известный и вечно безопасный. Живи так, как будто ты наконец свободен. Свободен от стыда. Свобода от страха. Свободен от токсичных шаблонов. Освободитесь от необходимости быть принятым теми, кто никогда не видел вашей ценности. Теперь вы перешли черту. Дикая природа осталась позади. Благословение перед вами. И я в эвой середине всего этого, направляя, защищая и окружая тебя благосклонностью, словно щитом. Позвольте мне сейчас сказать это в ваш дух. Вы будете заходите в комнаты, на которые вы не имели права по документам, но небеса уже отпечатали твое имя на двери. Вы будете получать контракты, предложения и задания, которые превышают ваши естественные возможности, потому что я расширяю ваши границы. Вы будете стать свидетельством ускоренного восстановления, не просто исцеления, а восстановления с помощью интерес. Вы будете увидеть поток богатства там, где раньше жила нужда, изобилие в идеях, в отношениях, в финансах, в мире. Вы будете почувствовать, как радость поднимается там, где раньше была тяжесть. Вы будете снова мечтать, но на этот раз ваши мечты будут сбываться подтверждения. А теперь, дитя, отдайся полностью. Больше никаких колебаний. Больше никаких раздумий, не слишком ли ты сломлен. Ты не сломлен. Я видел каждый уголок твоего сердца и призвал тебя, достойный не из-за твоей репутации, а из-за моя кровь Агнца, которая все еще говорит за тебя, все еще покрывает тебя, все еще кричит над твоей жизнью «Этот мой». Ты запечатан. Ты помечен. Ты защищен. И да, ты есть благословенный за пределами того, что вы можете видеть. Настоящее время. Но вы это увидите. И вот самое большое обещание – вы этого не пропустите. То, что я тебе предназначил, найдет тебя. Оно не пройдет мимо. Ты не опоздаешь. Ты не будешь забыт. Ты не останешься позади. Ваше время пришло. Ваша дверь открыта. Ваш урожай готов. Ваша жизнь меняется. Ты прожил достаточно долго, пытаясь объяснить войну. Теперь ты будешь жить как доказательство моей силы. Да, они пытались сломить тебя. Да, они тайно нападали на тебя. Да, ты чувствовал себя брошенным, непонятым и отверженным. Но ничто из этого не отменило твоего помазания. На самом деле, я использовал его, чтобы очистить тебя. Очистить твои мотивы. Чтобы быть уверенным, что, когда придет благословение, оно не уничтожит тебя. И вот оно здесь. Это может не прийти в той форме, которую вы ожидали, но это будет именно то, что вам было нужно. Я делаю что-то такое индивидуальное в твоей жизни, не существует шаблона. Ты не можешь это имитировать. Ты не можешь это повторить. Ты можешь только сдаться и принять.
Итак, возлюбленные, сдавайтесь. Откажитесь от своей временной шкалы. Откажитесь от своей горечи. Откажитесь от сравнений. Откажитесь от потребности всегда быть сильным. Откажитесь от страха быть непонятым. И получите уникальный, то необычайный, то необъяснимый благословение, что только и могли бы подготовиться для вас. Теперь вокруг вас невидимый щит. Покрытие настоящее. Благословение необратимо. Время выкуплено. Скоро урожай. Итак, пусть это будет вашим заявлением. Я не отстаю. Я на одной волне. Я не проклят. Я призван. Я не слаб. Я защищен. Я не забыт. Я избран. Я еще не закончил. Я только начинаю. Теперь вдохни. Подними голову. Отпусти то, что было, и шагни в то, что есть точка является. Это ваш момент. Это ваше благословение. Это твое искупление. И если это слово нашло отклик в вашем духе, если вы чувствуете, что оно подтверждает то, что Бог уже прошептал вашему сердцу, я приглашаю вас оставить комментарий ниже «Щит на мне». Я его принимаю. Провозгласите это. Запечатайте это. Произнесите это в атмосферу. Потому что, когда вы скажете это, что-то активируется в духовном мире. Вы соглашаетесь не просто с посланием, но и с самое сердце Бога. В следующей части будет показано, как поддерживать это новое благословение. Вы перешли. Теперь время строить. Не пропустите то, что будет дальше. Теперь вы ходите во славе. Ты обещал, что награда будет больше, чем подготовка. И теперь мы вспоминаем Моисея, того, кто пал, того, кто сомневался, того, кто скрывался 40 лет. И все же ты призвал его обратно не в позоре, а в славе. Ты превратил пустыню, куда он бежал, в тренировочный полигон для лидерства. Ты сделал его сокрушение местом зарождения божественного предназначения. Сделай это еще раз, Господь. Пусть пустыня станет для молящегося сейчас утробой. Пусть каждый засушливый сезон станет почвой для умножающихся благословений. Пусть каждое «нет», которое они претерпели, уступит место твоему святому «да». Пусть слезы, орошающие мертвую землю, теперь расцветут с целью, радостью, силой. Иисус, ты сказал в Иоанна 12:24, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Этот умер для многого, для эго, для ложных отношений, для одобрения людей. Теперь принесите фрукты, пусть урожай будет необычным. Пусть он будет сверхъестественным. Пусть он привлечет внимание не к ним, а к Ате. Воскреси каждый зарытый дар. Пусть дремлющие мечты пробудятся. Пусть божественные идеи, которые были отвергнуты, вернутся с благодатью и ясностью. То, что казалось забытым, бизнес, книги, песни, служение, видение, отношения, пусть восстанет вновь, более сильным, очищенным, зрелым и помазанным. Пусть зритель станет живое свидетельство, чтобы ничто не пропадало в Твоем Царстве. Как Ты поступил с Иосифом, Боже, преданным, проданным, забытым, но все же вознесенным в один божественный миг, сделай это снова. Ты сказал в Бытии 50:20, то, что было задумано во зло, Бог обратил во благо, чтобы спасти множество жизней. Пусть их история отзовется эхом этого стиха. Пусть их боль станет для кого-то свободой. Пусть их безмолвная вера, их тихое послушание, их личное терпение освободить других. А Боже, вдохни в них душу. Пусть старые имена исчезнут и имена, данные травмой, отвержением, неудачей.
Проговори над ними, как ты проговорил над Гедеоном. Господь с тобой, могучий воин. Говори над ними так же, как ты говорил над Марией. Вы в большой привилегии. Говори над ними, как ты говорил над Симоном. Тебя будут называть Петр, скала. Пусть сегодня в их душах поселится новая идентичность, не та, что сформирована стыдом, а та, что укоренена в судьбе. Пусть они выйдут из этой молитвы с высоко поднятой головой, не с гордыней, а с уверенностью, зная, что ты искупаешь каждую секунду, каждый шрам, каждое семя. Пусть они почувствуют это прямо сейчас, даже на вдохе, начало следующей главы. Время промедления прошло. Время вины разрушено. Время сомнений, не упустили ли они что-то, истекло. Ты, Боже, богвозвращаться ты, Боже, есть богускорение. Согласно Иелю 2, 25, «Я воздам вам за годы, которые пожирала саранча. Господи, сделай это сейчас». Восстанови годы смятения, нерешительности, болезни, разрушенных отношений, потерянного финансирования. Восстанови время. Искупите его. Приумножьте его. Превратите его в сосуд преображения, в того, кто больше не живет в обороне, но теперь продвигает царство вперед с дерзновением, мудростью и любовью. И пусть они никогда больше не сомневаются в том, что их путешествие имело значение. Пусть они несут свои шрамы не со стыдом, а как доказательство выживания, как свидетельство завета, как знаки божественного предопределения. Пусть мир задается вопросом, как они сюда попали. И пусть ответ всегда будет «Бог сделал это». Запечатай этот момент сейчас, Господь. Пусть это будет не эмоциональный подъем, а духовный точкоповоротный момент, пусть ангелы будут назначены. Пусть двери откроются. Пусть видение прояснится. Пусть их голос будет свободен. Пусть сны снова посетят их ночью. Пусть радость вернется, как наводнение. Во имя Иисуса, воскресшего Царя, Целителя, Восстановителя, Гласа, говорящего в пустынях и превращающего могилы в сады, мы заявляем: это сделано. Аминь. А теперь сделайте глубокий вдох. Чувствуете ли вы это? Это тихое спокойствие, возвышающееся над шумом. Это едва заметное движение в груди. Этот шепот в вашей душе, который говорит: что-то меняется, это не воображение. Это не совпадение. Это божественное выравнивание. Ты, возлюбленное дитя Божье, стоишь на пороге величайшего поворотного момента в твоей жизни. Чувство нестабильности, дисбаланса, незнания, что будет дальше, это не хаос. Это не неудача. Это не задержка. Это небесное перемещение. Сама рука Божья выводит вас из мест, где вы больше не вписываетесь в то самое пространство, которое всегда было для вас уготовано. То, что вы чувствуете, это напряжение роста. Напряжение прорыва. Трепет перед сдвигающейся горой. Вам не нужно видеть всю карту, чтобы сделать следующий шаг. Бог не просит вас предсказывать путь, Он приглашает вас, доверяя пути. Это путь веры, а не формул. И в этом пути неизвестное священно. Дух не опаздывает. Он ведет. Осторожно. Безмолвно. Намеренно. Даже смятение – часть стратегии. Даже окольные пути вплетены в полотно славы. Это не конец. Это подготовка к продвижению. Ты, переживший шторм, который пытался утопить тебя. Ты, который молчал, когда другие насмехались над твоим ожиданием. Ты, кто дал, не будучи замеченным. Ты, который продолжал молиться, когда руки твои дрожали от изнеможения. Сейчас вы увидите, для чего все это было. Исцеление, которое грядет, будет общей. Он коснется ран, о которых ты даже забыл.
Бог руководит божественные связи, люди, которые будут любить вас без предубеждений, которые будут говорить о жизни без сравнения, которые будут держать вас за руку без страха. Эти связи не опустошат вас. Они строить ты. Теперь вас готовят к вечной награде, не мимолетный успех, не поверхностные аплодисменты, а наследие. Судьба. Урожай, который отзывается эхом в поколениях. И если это слово нашло отклик в вашем духе, если вы почувствовали, как дух дышит через эти абзацы, если на ваших глазах появились слезы, потому что вы знаете, это твой момент, тогда я предлагаю вам сделать две вещи. Первый – комментарий ниже. Дайте миру знать, чего вы стоите. Выскажите это вслух. Скажите: «Я иду навстречу своей жатве». Бог все контролирует. Пусть свидетельство начнется с вашего голоса. Потому что, когда вы это заявляете, вы это запечатываете. Второй – подписаться на этот канал, если вы еще этого не сделали. Это не развлечение. Это сталкиваться каждое видео, это продолжение пути, новый этап вашего призвания, трубный глаз, возвещающий о вашей судьбе. Вы не можете пройти этот путь в одиночку. И вам это никогда не было предназначено. Пусть это пространство станет колодец подтверждения для вашей души. И если вы знаете кого-то, кому нужно это услышать, кого-то, кто почти сдался, кто-то, кто потерял надежду, кого-то, кого вы любите, поделитесь этим видео с ними, пусть еле течет. Пусть слово распространяется. Возможно, именно вы – тот самый сосуд, который Бог использует для исцеления другого человека. Настал переломный момент. Ты достаточно плакал. Ты достаточно ждал. Ты молился, постился, надеялся, боролся и повиновался. И теперь небеса ответили. Продолжайте идти. Даже если вы не видите всего этого. Даже если вы не все понимаете. Даже если вам все еще немного страшно. В любом случае идите пешком. Потому что небеса – это позади тебя. Королевство – это внутри тебя. И твое будущее перед тобой, сияющий, подготовленный, неостановимый. Увидимся в следующем эпизоде. Мы поговорим о как сохранить урожай вы сейчас входите. Но до тех пор покой, доверие, поклонение. И живи так, как веришь, небеса все контролируют.